Так, вот, друзья, у нас притащили нам вот такую вот раму с двигателем, этот двигатель мы сейчас будем отсюда извлекать вместе с коробкой, вместе с радиаторами, с радиаторной группой и устанавливать в тот автомобиль, который мы снимали Евро 6. Будет у нас Евро 5. Вот сейчас мы приступим к разборке, к снятию этого всего. Вот так это все здесь выглядит. Вот у нас проводка. Проводка здесь. Все вроде цело, нигде ничего не откусано. Вот так вот здесь все. Вот отсюда сейчас мы извлечем этот двигатель, проверим его и будем устанавливать туда на автомобиль. Перед этим подготовив все, что там необходимо поменять, поменяем. Ну, приступим к его снятию. Снятие тут сильно показывать не буду, соответственно, разбираем мы как обычно. Проводка у нас уже там отсоединена. Нам осталось воздушные, водяные патрубки снять кардан, снять поперечину эту и вот эту, открутить подушки двигателя и достать его. Все. Это мы сейчас сделаем в протяжении пару часов. Приступаем. Полностью мы развязали двигатель, открутили везде все, что нам мешает, скрутили подушки двигателя. Спереди систему охлаждения и наддува все поснимали, поскрутили. Также конвейер. Все, теперь мы можем поднимать двигатель, извлекать его из рамы. Двигатель снят, теперь мы его отправляем на моечку, сейчас помоем двигатель и коробку и будем смотреть, что в каком, собственно, состоянии.
Сразу ставить или вставлять не будем, соответственно, будем его проверять. Проверять будем вкладыши, всю группу посылки. Сцепление корзины тут как новое, все стоит в хорошем состоянии. Подшипник желательно поменять. И мы видим здесь масляное все. Кожух маховика. Буду снимать маховик, смотреть, не сальник ли это. Но здесь не видно. Обычно, когда сальник, здесь тоже видны следы масла. Здесь тоже видны следы масла, сейчас их нету. А здесь вот тоже много масла. Сейчас будем снимать топливные форсунки. Я выключил.
Так вот, с помощью вот такого вот эндоскопа мы осматриваем цилиндры. Автомобиль, видимо, долго стоял, и вот этот вот слой масла образовался, когда он стоял. А сейчас я проверну поршень вниз. В целом, в гильзах он хороший. До самого верха консетка. Идеально все. На шестом небольшая пролысинка. Но не задир. Такой же поставил? Или там листовка? Там листовка. Вот у нас везде все хорошо, кроме как пятый и шестой. Шестой немножко, пятом чуть больше. Вот такая пролысина имеется. Можно сказать, что задир на гильзе, который может сугубо повлиять на работу двигателя. Возможно, сапунение. Цилиндры мы проверили. Здесь имеются небольшие нюансы. Будем согласовывать с клиентом, что с этим делать. Сейчас нам необходимо снять поддон, посмотреть вкладыш состояние.
Ну, вкладыши. Миба. Оригинал. Так, камеры мы увидели, что у нас в пятом цилиндре имеется пролысина, в шестом меньше, в пятом больше. Будем снимать головку блока цилиндра и смотреть, что с этим будем делать. Владелец дал добро, сейчас он сам подъедет, как я сниму головку, будем определяться, менять все цилиндры или частично. Посмотрим при снятии головы остальные цилиндры. Приступаем, то есть откручиваем мы эти болты. Откручиваем выпуск и здесь все откручиваем трубки топливные и откручиваем болты и поднимаем. Так, турбину мы сняли. Здесь мы все открутили. Откручиваем сейчас только этот штуцер. И поднимаем, откручиваем болты ГБЦ, поднимаем ее. Вот у нас пролысина на шестом цилиндре. Это на пятом. Остальные выглядят вот так вот. Клапана тоже надо ремонтировать. Головку. За работу забираешь, блядь. Будете? Или уже все отвезли? За раз все отвезли? За раз все отвезли?
Ну, значит, не так уж и много. Я мало берешь? Это да, блядь, в соплях каждый вечер заходишь, там насколько таскаешь. Так, разобрал я головку блока цилиндров, рассухарил ее. Такие у нас клапана впускные, можно притереть, на место поставить, ну, почистим, притрем. По выпуску есть немного раковины, либо на станке обрабатывать, либо менять. Вот. Где-то больше, где-то меньше. По направляющим все хорошо. Вот, клапана, выпуск. Спуск, все хорошо. Все, сейчас все моем, заказываем запчасти и начинаем сборочку.